Пара Майкл Картер, агент управления по борьбе с наркотиками, и его жена Джулия отправились в леса штата Мэн отпраздновать годовщину свадьбы охотой. Это были места, которые Майкл знал с детства. Дикие, непредсказуемые, но для него они казались домом. Однако, когда они не вернулись в назначенный срок, начались поиски. Спасатели прочесывали лес неделями, но не нашли ничего. Ни тел, ни вещей, ни даже следов их собаки, Купера, ирландского волкодава. Прошло 2 года. Сильвия Картер, мать Майкла, в свои 72 года продолжала ухаживать за садом у дома, цепляясь за привычные дела, чтобы не сойти с ума от неизвестности. Солнце палило, суставы ныли от артрита, но она упорно полола грядки. Когда зазвонил кухонный таймер, напомнив о жаркое, Сильвия выпрямилась и, держась за поясницу, медленно пошла к дому, проклиная старость. Поднявшись на крыльцо, она почти схватилась за ручку двери, но заметила движение в углу. Ожидая увидеть бродячую кошку или енота, она обернулась и замерла. На крыльце лежал огромный пес. Его грязная серая шерсть была свалявшейся, ребра выступали, а глаза были такими же карими и преданными, как у Купера. «Нет, нет, не может быть», — пробормотала Сильвия. Пес слабо поднял голову, обмотанная грязным бинтом лапа дрожала от напряжения. Огромная рана на лбу выглядела гнойной. Сильвия схватилась за перила, едва не потеряв сознание. Пропавший пес вернулся, но где же ее сын? Трясущимися руками она набрала телефон. «Это Сильвия Картер. Срочно. Собака моего пропавшего сына вернулась домой. Он был в розыске 2 года. Пожалуйста». Полиция приехала через 10 минут. Офицеры Джексон и Ли, участвовавшие в первых поисках 2 года назад, были потрясены видом Купера. Ветеринар, прибывший с ними, осмотрел пса прямо на крыльце. Тяжелая инфекция, сильное истощение. Кто-то пытался перевязать рану, но это было давно. Пока Купера забирали в клинику, Сильвию отвезли в участок для допроса. Там ее встретила детектив Рэйчел Ховард, женщина лет 40, с внимательным взглядом. Она задала сотни вопросов. Когда Сильвия в последний раз видела пса? Было ли что-то странное в последнее время? Слышала ли она что-нибудь в лесу по ночам? Это не похоже на собаку, которая сама бы вернулась из дикой природы. Задумчиво сказала детектив, глядя на фотографии ран Купера. В это время в участок зашел новый офицер. Марк Волков, недавно переведенный из другого округа. Он был любезен. Предложил отвезти Сильвию домой и даже помог донести ее сумку. По дороге он расспрашивал о саде, о детях. Казался внимательным и добрым. Дома Сильвию встретил ее младший сын Алекс. Узнав новости о Купере, он был в шоке. Если Купера кто-то перевязывал, значит, там был человек. «Может, Майкл жив?» — воскликнул он. Когда ветеринар привез Купера домой, казалось, что пес вряд ли сможет даже встать. Но как только в дверях снова появился Марк, Купер, несмотря на слабость, поднял голову, затем начал лаять и рычать с такой яростью, что его с трудом удалось запереть в клетку. Офицер пытался отшутиться. «Наверное, пахну чужой собакой». Но глаза его были насторожены. После ухода Марка Алекс стал собирать вещи и сказал: «Я не могу ждать. Полиция ищет по своим картам, но я пойду туда сам. Может, я что-то увижу». Он собрал снаряжение, старый рюкзак Майкла и его GPS, зарядил винтовку и ушел в лес. Поздно ночью в дом снова постучали. Сильвия, не ожидая никого, осторожно приоткрыла дверь. Перед ней стоял Марк Волков с папкой в руке. «Миссис Картер, я нашел интересные данные о последних делах вашего сына. Думал, вы захотите их увидеть сразу». Но как только она впустила его, он прижал к ее лицу тряпку с резким запахом.
Когда она пришла в себя, поняла, что лежит связанная на холодном бетонном полу в огромном складе. Волков, сменивший форму на черную одежду, разговаривал с двумя крепкими мужчинами. Через минуту ее привели в маленькую фанерную комнату, где, прикованный цепями к столбу, лежал обессиленный, почти неузнаваемый Майкл. Его глаза были полны боли и вины. «Мама, прости», — с трудом выдохнул он. «Ты не оставил это в покое», — сказал Волков, сверкая холодными глазами. «Ты послал собаку за помощью, а теперь твоя мать заплатит за твое упрямство». Но прежде чем они успели что-либо сделать, снаружи раздались визг тормозов, грохот дверей машин и голос в громкоговоритель. «Это полиция! Вы окружены!» Внутри началась паника. Бандиты выкрикивали команды, кто-то выстрелил, пулеметная очередь пробила металлические стены. В склад вломился спецназ с криками и вспышками светошумовых гранат. В хаосе Сильвии удалось вырваться и поползти к комнате, где был Майкл. Она толкнула дверь, цепи его были еще заперты, но она обняла сына. «Я с тобой», — шептала она, когда выстрелы звучали все ближе. Внезапно, сквозь дым и крики в комнату ворвались офицеры, а за ними — Алекс с винтовкой. Его глаза были полны ужаса при виде брата в цепях. «Держись, брат, мы тебя вытащим», — прохрипел он. Медики быстро освободили Майкла от цепей, переложили на носилки. Сильвия и Алекс сопровождали его в скорую, не отпуская рук. Под цветами полицейских машин офицеры уводили Волкова. Его лицо было залито кровью. Он смотрел на Сильвию с холодной злобой. В больнице врачи диагностировали тяжелейшее истощение, инфекции и травмы от цепей. «Он жив, но впереди долгое лечение», — сказал доктор Кумар. Когда Майкл пришел в себя, к нему допустили агентов ФБР. Его слабый, но ясный голос поведал о 2 годах плена. Как он пытался обмануть похитителей, давал ложные данные, как его пытали, как заставили смотреть на смерть Джулии, когда она попыталась бежать. Он вспомнил каждое лицо, каждое имя, назвал номера полицейских жетонов, предателей. Его показания помогли задержать десятки сотрудников, связанных с контрабандой, через границу с Канадой. Позже в палату к Майклу завели Купера. Он, хромая, запрыгнул на кровать, положил морду на грудь хозяина. «Ты справился, мальчик», — прошептал Майкл, и пес тихо заскулил, виляя хвостом. Сильвия сидела рядом, держа руку сына. Она не знала, сколько впереди операций, сеансов, физиотерапии, бессонных ночей, но сейчас все, что имело значение, Майкл был жив, и они были вместе. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.